Иди давай, добывай свой скинт. Как ты это сделаешь, меня не волнует. А, вот, да, вот этот мне нужен. Мать! Вы чё, рофлите? Вау, Дана у нас, оказывается, та еще сирота. Осталась бабушка, да и та страдает деменцией. Но мы же не будем жалеть золотую маску. Она же сказала, что ей не нужна никакая жалость, да? Хоть вот мой ответ. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы лицезрели деменцию. Да-да, если вы не знали, как выглядит эта болезнь, то предыдущая серия идеально показала и описала данный диагноз. Ибо первые признаки деменции — это как раз потеря кратковременной и долговременной памяти. А для этой бабушки потеря памяти как будто плевое дело. Она забыла обо мне в процессе короткого диалога 3 раза! 3 раза забыла! А еще подумала, что я ее покойный муж. Ладно, короче, давайте сейчас не о болезни, не о родственниках Даны. Сейчас нужно сосредоточиться на последних огнях. Скорее всего, сегодня мы узнаем все подробности, но перед этим спать. Ну да. Так, ладно, может быть, кто-нибудь здесь сидит? Не знаю, Хануф, Абди вернули? О, Лолошка, доброе утро. Прости, я не могу сейчас поболтать. Надо бежать на работу. Срочно нужно кое-что подписать. Увидимся вечером. Надеюсь. Ты только, пожалуйста, уточни сегодня у Даны, когда вы там отправляетесь и куда. Вроде бы все, да. Ну все, давай, я побежала, не теряйте. Ладно. Так вот, я там говорил про Абди и Хануф, да? Они вернулись или нет? Эй, Абды! Любимые мои друзья Абды! Господи, я вас не видел уже более 5 серий. Когда же вы вернетесь-то? Так, а еще мне сказали, уточни сегодня у Даны, когда вы там отправляетесь и куда. Как я уточню что-то у Даны, если я даже не знаю, как ее найти? Может быть, здесь кто-нибудь? Всем привет! Абди, Хануф, Сдерик! Здорово. Лолошка, привет! Я вчера виделся со своими приятелями-строителями, и прикинь, они говорят, что очень ждут Акетру в новой должности. Я слышал, что предыдущий советник предлагал обязать жителей Нарфаниса отдавать своих абдов по требованию прямо на стройке. Если бы эта идея была реализована, то строители бы явно потеряли свою работу. Ведь городу абды обошлись бы сильно дешевле. Только вот я бы никогда не решился жить в доме, построенном людьми, которые даже не знают, что такое стройка. Я думаю, что предыдущего советника сместили именно из-за таких его выдумок. Но не из-за заботы о безопасности, а из-за недовольства богатых жителей. Никто не захотел отдавать своих абдов, потому что такая работа почти верная их смерть. А потерянного абда жителям возмещать не собирались. Вот прикинь, что получается, да? Теперь, когда я какое-то время побыл абдом, и это особенно сильно раздражает, понимая, почему Акетра так злится на толстосумов. Они отказываются отдавать своих абдов на стройки, потому что могут их потерять, да? Но при этом сами обращаются с рабами так, будто они не люди, да и даже не животные. Я очень надеюсь, что при Акетре ситуация начнет меняться. Но, честно говоря, я немного за нее волнуюсь, Лолошка. Помнишь, когда Акетра только нас выкупила, у Буриса, она почти не бывала дома. Все время то советы, то какие-то там у нее встречи, то открытые уроки. Она ведь не откажется от своей работы в школах, нет. Как она будет вообще все это совмещать-то? Если она теперь будет постоянно проводить время с братством, то... А что, если они запудрят ей голову, Лолошка? Они ведь могут это сделать. Так, тихо, успокойся, давай. Мы верим то, что все будет нормально, окей? Леди Акетра сама мне говорила, типа, обещай мне, что Дана не запудрит тебе голову. Раз уж Акетра просит меня не запудрить себе голову, то самой себе она точно этого не даст. Вот так вот. Я, по крайней мере, в этом
вот, ну, на 90% уверен. На 95%. Вот так, да. Поэтому мы не можем этого допустить. Нужно убедить ее уйти из совета. Не-не, стоп, нет. Да брось ты, Сдерик. Она глава городского совета, а не какая-нибудь там золотая маска. Мы были с тобой в совете Мемфисатона. Там только хэтентеповцы. С бумажками. Эй, Сдерик, тебе нужно больше верить в нашу госпожу. Она самый умный и образованный человек в Мисре. И в состоянии позаботиться о себе. Ну вот, примерно об этом я и говорил. Ну, да, ладно, ты прав. Просто, понимаешь, я иногда боюсь, что если не участвую в чем-то, то этого не существует. Не знаю, откуда это у меня. Мне нравится представлять себя главным героем какой-нибудь истории. И в этой истории другие персонажи существуют только когда я о них думаю. Глупо, конечно. Но, знаешь, так намного проще справляться с рутинными задачами, вообще-то. Да. Иногда так надоедает готовить каждый день, ты не представляешь. Потом еще мыть посуду, чтобы потом снова готовить. О, кстати, про готовить. Я слышал, как хлопнула дверь. Неужели госпожа не позавтракала? Она просто ушла. Отнесу ей еду на работу. Да, надо срочно. О, господи, Сдерик, молодец. Лучший... Да, ложка, подвинься. Ладно. Беги. Ну и получается все ушли. У меня была только Акетра и Сдерик. Хотя, знаете, вполне реально, что сейчас найдем Абди, завалявшегося в маслах. Ну-ка. Ну ладно, я слишком в это верю. Здесь все на всякий случай проверяем. Мало ли что-то да найдем. На втором этаже обязательно тоже нужно проверить. Мало ли кто-то цветочки поливает. Привет. Ну, а я-то все думала, когда меня заметят. Вы все такие невинные, не могу. Слушай, ты рассказывала Акетре про нашу вчерашнюю прогулку? Нет, ничего подобного. Ну вот и хорошо. Ой. Да, что происходит? Ты вылезти хочешь? What the fuck? А, это... О, господи. Чего ты на меня так смотришь? Как будто думал, что у меня нет семьи. Хотя ты меня так боишься иногда, словно я не родилась, а вышла из ядовитой пены. Мне жаль тебя, Лолошка, так жаль. У тебя много близких, тобой очень легко манипулировать, как и Акетрой. Вы впускаете слишком много людей в свою жизнь. Акетра заткнулась и впитывала все, что говорил Салик. Стоило ему пригрозить отрезать Сдерику палец. Палец! Зачем он вообще ему нужен? Нам даже не пришлось отбирать у вас оружие, настолько вы слабые. Так, что-то подожди, стоп, зачем ты пришла? Реально вот это говорить, я не понял. Да, Акетра слаба, но я-то не такой. Ради высоких целей я готов на все. Ой, у меня тут запугать есть. Очень опрометчиво бросаться такими словами в лицо человеку, который знает твою слабость. А, это типа речь про бабушку, да? Ну не знаю, так себе запугивание как будто. Ох, Дана, мне тебя очень жаль. Жаль, что ты вынуждена считать близость с другими слабостью. Сюда! Ну конечно, чего я еще ожидала от такого тюфика? Знаешь, парень, я самодостаточна. Если мне что-то нужно, я это просто беру и ухожу. Ты понял меня? И сегодня мне кое-что нужно. Точнее, нам. Раз уж мы отправляемся в это самоубийственное путешествие, я хочу знать, что произошло в Нахвамдисе в прошлый раз. Ну давай, все, проваливай. Я переоденусь и пойдем знакомиться с еще одной головой. С ним ты еще не общался. Вроде бы. Что? Подожди, я же вроде со всеми общался. Нет, тот самый, который, помните, с такой синей прической высокой. У него еще прям длинная высокая прическа. Я с ним реально не общался. Я так понимаю, то, что речь о нем, да? Так, я, если останусь, то что-то произойдет. Ну ладно. Так, получается... Она все еще стоит. Получается, надо дождаться, пока она переоденется, и мы будем что-то обсуждать. Золотая маска знает, что произошло в Дидинахвамдисе в предыдущий раз. Я напомню то, что Дидинахвамдис когда-то, некогда процветающий город. Но по итогу с ним произошла беда бедственная. И вот сейчас, кстати, может быть, даже узнаем все подробности. Так, в итоге Абди и Хануф нигде нет. Что насчет Скоробеев, кстати? 2 лазотеповых. Потратить пока что никуда не хочу. Просто не хочу. Ну и давайте ждать. А долго ждать? Ой, я слышу. Ой.
Приоделась такая с клиночками своими. Ай, да посмотри на нее. Ты даже представить себе не можешь, чем мы сейчас будем заниматься. Поверь, если бы был какой-то другой способ, я бы выбрала его. А что, с этой золотой маской тяжело разговаривать? Эй, а ну просыпайся! Вы кто такие? Кто вас сюда пустил, а? Ой, Расул, бога ради, хватит этого маскарада. Именно ты же знаешь, что это одно из главных правил братства. Я должен буду доложить о твоем поступке на ближайшем совете. То есть, подожди, ты выдашь тот факт, что ты знаешь, кто я? А, боже, снимай свою маску, Расул, и давай уже нормально поговорим. Мне нужна твоя помощь. Обязательно нужно было постороннего приводить, Ну не такой уж он и посторонний, Расул. Ты сам это знаешь. Рано еще говорить об этом, рано, Дана. Дана? О, ну все, наконец отбросили формальности, да? Снимай маску. Черт, с тобой ведь по-другому не получается, Дана, да? Ну вот и отлично. Давай к делу, окей? Давай. Нам с Лолошкой скоро плыть в Дидинахвамдис, как ты знаешь. Я абсолютно не хочу туда отправляться без представления о том, что там происходит. Я хочу знать, как на Зеленом континенте появились монстры. Да, все хотят, Дана. Что, пришла искать моего сочувствия? Не знала, что ты умеешь шутить, Расул. Подожди, то есть ты хочешь, чтобы я... Именно. Не. Ты же знаешь, что это запрещено, Дана. Я не стану этим заниматься. Тем более без разрешения всего совета. Я могу снять маску перед тобой, но не это, нет. Ой, да ладно тебе. Все действия имеют свою цену, предсказатель. Нарушение правил просто стоит чуть дороже. Сколько? Нет. Я твердо решил. Есть вещи, которые нельзя купить, Дана. И ты не в их числе, Расул. Не называй меня вещью. О, господи. Твое представление становится скучным. Мы оба знаем, что ты просто торгуешься. За эти слова я накину тебе 10 лишних золотых слитков. Ну вот, видишь? Дана, ритуал, который ты просишь, его так просто-то и не провести. Живых свидетелей тех событий не осталось, поэтому придется обращаться к нестандартным астральным сущностям. Для этого мне понадобится особый окантованный скинт. С окантовкой из ауритеха, если что. А? Ты что, с ума сошел, что ли? Ну, только так. Ладно, достанем мы тебе твой ауритех. У нас есть перчатки Монту. Но скинт? Скинт? Где я тебе его достану-то? Не смей, Дана. Это то, что требуется для ритуала. Это даже не часть моей оплаты. В качестве платы я хочу 40 золотых слитков, светоцвет и лунный камень. Ах ты... Что еще? Может быть, нам еще торт тебе испечь, а? О, точно! И торт со сливками и шоколадным бисквитом. Ах ты ж... Я так понял, что вы уже очень скоро отправляетесь, да? Как жаль, что время уходит, а ты торчишь здесь за бессмысленной болтовней. Ладно, пойдем. Еще пару минут я не выдержу с этим ханзиром. За мной. Пока, Расул. Знаем его имя теперь, кстати. Как же он бесит, а? Ой, ладно. Хорошо, что у тебя есть перчатки Монту, да? И ауритек для тебя не проблема. Но вот скинт... Где мы найдем столько скинта за такой короткий срок? Скинт, это же, получается, вот эти кристаллы, которые у меня в измерении Прунус, да? Ну вот, кстати, в моем карманном измерении его куча. Надо только придумать, как добыть. Дана, мы могли бы украсть скинт из спальни Акетры. Ты же не только убивать, но и воровать умеешь, верно? Не-не-не-не-не-не. Хотя в то же время рассказывать об измерении...
Воровать у Акетры, либо измерения. А разве твой любовник не торгует самыми большими редкостями Мисра? Это если что речь про Буриса. Неужели у него нет в ассортименте скин-то, а? Я думаю, то, что на самом деле у меня есть стойкое желание попробовать показать ей Прунус. Я же могу, да? В моем карманном измерении его куча. Да ладно. Поверить не могу, что ты оказался полезен. Хорошо, и что там нужно сказать, чтобы туда попасть? Ты должен меня туда пригласить, мысленно или нет. Немироходцы не могут попадать в карманное измерение только по своему желанию. Так работает сангвимантия. Я не расскажу тебе, откуда я это знаю. Но... Еще чего, я тебя туда не пущу. Хорошо, если из братства только ты можешь туда попасть, то, наверное, можно, да? Тебе нужно сказать Прунус. Слушай, а ведь это реально правда. Я же могу просто сам сходить за скинтом, в чем проблема? Еще чего, Дана, я тебя туда не пущу. О, ясно. Знаешь, для человека, доказывавшего мне, что сближаться с людьми это хорошо, ты поступаешь как-то непоследовательно, что ли? Иди давай, добывай свой скинт. Как ты это сделаешь, меня не волнует. У тебя целый арсенал огней. Может быть, хоть какой-то да поможет? А я пока займусь остальными требованиями. Требованиями этого придурка. Встретимся здесь же. Я вот не знаю, мне кажется, что это наоборот хорошо, что я не рассказал ей. Ну потому что как минимум там огонь лежит. Я не могу доверять Дане до конца. Ну да, типа прикольно, она там раскрывается и все такое. Очень колоритный персонаж получается за несколько серий. Но... Нет. Только не Прунус. Вот вы, кстати, иногда спрашиваете меня, почему я всем рассказываю о Прунусе? Не всем. Все. Дана это тот персонаж, которому я правда не хочу. Так, ну а я, наверное, тогда прописываю Прунус. Ага. И я напомню то, что нам не просто скинт нужен, а какой-то другой скинт. Я не помню даже, как он называется. Емать! А, вот, да, вот этот мне нужен. Окантованный скинт. Окантованный скинт не встречается в мире. Он создается в результате ковки 4 слитков и 4 самородков ауритеха. Мне нужно 4 слитка ауритеха, 4 самородка ауритеха и перчатки Монту. А, и ограненный скин, который вот этот, да? Е-мать! Вы чё, рофлите? Охренеть, это очень дорого. Ха-ха. Окантованный скин. Я реально думал, то, что ограненный скин это самое дорогое. Ну ладно, какой-то там дикий ритуал. Зачем этот ритуал нужен? Неужели этот ритуал поможет увидеть прошлое Зеленого континента? Так, ну допустим, молот Монту. Может быть, с помощью него я могу добыть? А может быть, с помощью каменной кирки? Нет, с помощью каменной, конечно, не могу. Ну, допустим, молот Монту. Сюда! О май гад! Ой, стоп. Ё-моё, я сейчас тут все поломаю, стоп. Так, мне дали крупицу скинта. Это, конечно, прикольно. Спустя кучу времени я наконец-то могу это добывать. Но мне нужны прям полноценные кристаллы скинта, чтобы я смог сделать ограненный. А также нужна звезда Незера. Я помню то, что, по-моему, ее где-то у кого-то можно купить. Так что мы это попробуем найти. Так, значит, молот Монту вот так вот. Опять крупицу дали, блин, мало. Давайте очистим инвентарь. Всякого говна у меня что-то навалилось. Все, и начинается. Вот это... Ой, не так. Вот это... Вот это... И все. Дамы и господа, мне остается только где-то найти звезду Незера. А как я это сделаю-то, господи? Это же просто невозможно. Не, я понимаю то, что у меня есть деньги. То есть у тенов достаточно, чтобы где-то найти и где-то купить. Я такое припоминаю. А еще посмотрите, как чисто здесь стало. Так много кристаллов было, и теперь прям... А, чистота. Пишем Малус. Даны здесь нет. И вопрос. Звезда Незера. Всем привет, ребята. У тебя так продается что-нибудь подобное? Повар. Не, ну ладно, повар это, конечно, нет. Буриса здесь тоже нет. Портной. Это явно не то, что мне надо. О, кузнец. Вот у кузнеца звезда Незера как будто... Нет, не может. Вообще, наверное, кстати, какой-то чародей. В порту Нара был чародей, но я не помню, была ли у него звезда Незера. Слушайте, если мне нужно самому убить Визера, то это уже какая-то проблема. Это 3 черепа, это 4 песка, это телепортация в ад. Я не думаю, то, что здесь это учитывалось. Поэтому надеемся на то, что я прав. Здрасте. Торговать. Давай. Нет, ну бляха-муха. Здесь есть кристалл Энда. Нет, почему тут нет звезды? А еще так медленно листается. Здрасте, продавец безделушек. Нет, тоже нет. Бога ради, кто-нибудь из вас. Мало того, что мне нужно просто это где-то найти, мне же еще и нужно скрафтить, а я до сих пор не понял, как это делается. А мне же еще нужны, получается, эти ауритеховые слитки. Я недаром добывал, да?
What the fuck? Абдулолошка! Я прошу простить меня за задержку. Последние дни были сильные ветра и все такое. У меня были проблемы с тем, чтобы добраться сюда. Кристальная шахта заработала, если что. И еще я сказать хотел... Спасибо, что тогда встряхнули меня. С момента, как я стал сотрудничать с госпожой Даной, я действительно слишком расслабился. Когда за твоей спиной стоит такая сила, понимаешь, что можешь позволить себе вообще ничего не делать. А ведь я-то на самом деле очень хорош в своем деле-то, да, это правда. Да разве найдешь во всем мире коменданта лучше, чем я? Ну, подумайте сами-то. Фарах. Зариф. Нет, конечно, Фарах, в Мисре не так уж много комендантов, но ты из них лучший. Меньше самолюбования, больше работы. Блин, Зариф это прикольно звучит, знаете, прям стёбно. Ладно, давай реально, Зариф. Так у него люди-то, они заряжены на работу сами. Ничего, ничего, я обойду его, я обойду. По всем показателям обойду. Разблокирована новая... Что там было? Разблокирована новая область на карте мореплавания? А, я теперь могу на ту самую кристальную шахту плавать? Да ладно! А зачем она мне нужна? Ой, кстати, помните, в самом-самом-самом-самом начале серии 74-й, когда Дана и Фарах выходят, мне буквально 1 секундой успевает написаться то, что Шахтерские острова прокачаны или что-то подобное. Буквально 1 секунда показывает этот текст, и по итогу смотрите, что происходит. Шахтерские острова, та-дам! Спелеология, максимальный уровень. На Шахтерских островах, получается, добывается не так уж и много. То есть золото, там, лазурит, но даже алмазов нет. Вот те надо. А только вопрос, как мне мореплаванием воспользоваться? Hello? Здравствуйте. Опа, привет. То есть я могу нажать и реально куда-то поплыть. Круто! Порт заблокирован, храмовый архипелаг, Гизира, Лазатеповая бухта. Во! Кристаллический остров, причем бесплатно. На зеленый континент я не могу плыть. На Арфанис это я здесь. Ну, короче, понятно, да, это все прикольно. Я могу реально плавать и так далее. Но погоди. Мне нужно найти звезду Незера. Подожди, что? Не, погоди, я не помню, чтобы у тебя это продавалось. Типа, я бы сразу сюда пришел. Это ж бред как... О, погоди, у тебя большая книга алкогестии продается? А вы же знаете то, что с большой книгой алкогестии можно всякое сделать? Смотрите, большая книга алкогестии плюс звезда Незера, 2 звезды Незера и так далее и тому подобное. Да, знаешь, я, наверное, куплю у тебя и книгу, ну и получается саму звезду. Thank you very much. Верстак создаем, ставим, звезду Незера обкладываем и... Та-дам! Ограненный скин. Теперь напомните мне, как это делается. Нам нужно 4 слитка ауритеха и 4 самородка ауритеха. Собственно, у меня прямо сейчас 4 слитка есть. Это создается при помощи моей левой руки. Она у меня магическая, напоминаю. Создается ауритеховый самородок. И... Как потом? 1, 2, 3, 4. Потом ограненный скин. 4 слитка. И просто нажать, да? О, господи. Сюда! Окантованный скин. Yes! По итогу у меня задание это выполнено. Взятка для предсказателя. Ожидание сдачи персонажу. Мне нужно как-то добыть скин в моем измерении, а потом еще и сделать ему огранку. Без этого не получится провести таинственный ритуал от Расула. Ну, в общем-то, я все сделал. Мне сюда? Дана? Даны нигде нет. Так, подожди, а может быть мне нужно просто зайти? Ага, понятно. Ну, добыл? Да, добыл. Какой молодец. Честно говоря, я сомневалась, что ты сможешь справиться сам. Теперь тебе осталось только найти тот камень с цветком. И можем идти. А ты что думал? Я достану 40 слитков золота и все остальное тоже? Я могла бы это сделать. Но раз уж мы вынуждены сотрудничать, то и задачи делим пополам. Давай, времени мало. Меньше болтовни, больше дела. Я тебя здесь подожду. Что? Ты чё, серьезно? Ты знаешь, я единственный, кто мог это сделать. Я буквально сделал всю грязную работу. И дай угадаю, ты сейчас исчезнешь.
А, не исчезает. Что мне нужно делать? Какой еще цветок? Какой еще камень? Это издевательство какое-то. Похоже, Дана очень обиделась, что я не пустил ее в свое измерение. И теперь пытается на мне отыграться. Надеюсь, мое решение не пускать ее было верным. Я должен добыть лунный камень и светоцвет. Ну, понятно, да, окей. На самом деле, я уверен, что я сделал все хорошо. Типа, хорошо, что я ее не пустил. Да, мы бы получили этот камень, но, возможно, потом была бы жопа. Вот оно, лунный камень. Не крафтится, но при этом я точно знаю то, что его можно купить. Его точно можно купить на внешнем рынке. Так, а также мне понадобится светоцвет, который... Это? Нет. А, вот он, светоцвет. Крафта у него никакого нет, но... Я понял. Его просто нужно найти, да? Недаром здесь очень много всего растет. И, например, это у нас... Что? Господи... горчица? Серьезно? Пионы, райская птица, желтый гибискус. Нет, светоцвета пока не вижу. Может быть, мой план полное говно. В любом случае, вот тот самый лунный камень, который продается у ювелира. Найс, приобретаем. И теперь остается найти светоцвет. Это дельфиниум, морская горчица опять. Да что ж такое-то? Долбаная горчица. Я почему-то мега-супер сильно уверен, что подобное растет на... Ну, не знаю, каком-то балконе, на какой-то клумбе. Черт, тут так много цветов. Правда, они каждый раз разные. О, боже! Это точно! Да! Да, черт возьми! Светоцветик мой любименький. Так я и думал, что просто гуляя по городу можно обнаружить. Взятка для предсказателя. Ожидание сдачи персонажу. Ну, по сути, я так понимаю, должен все это кинуть тебе, да? Вот. Ну-ка. Нет? А как? Ну, надеюсь, ты раздобыл? Да, все у меня. Обновление, взятка для предсказателя. Выполнена, галочка. О, наконец-то, господи. Наконец, это такой сложный квест был на самом деле. По всему городу походить. Эй, а это обязательно? Господи, Дана, храни гнев Мтити твою душу. Зачем ж так пугать-то, а? Я подумал, что это кто-то другой из братства, а я-то без маски. О, Расул, нет ни одного человека, кто не знал бы, что ты — это ты. Этот маскарад мне уже так надоел, бога ради. Ну-ну, если бы ты и Бурис не подрывали основы нашего общества, нам бы удалось сохранить анонимность. Да. Мы все принесли. Ты готов к ритуалу? Ну, почти. Вот только скажи мне, неужели вы реально добыли окантованный скинт? Да. Да ну... Да разве же это вообще возможно? Последний такой кристалл мой дед видел! Ну да, молодец твой дед. Знаешь, я такие поделки в свободное время мастерю. Ну? Ладно, давайте его сюда. Я все приготовлю, и мы начнем. Ладно. Окантованный скинт, вот. О, дорогая штука, я так понимаю. Поверить не могу, боже, он же настоящий! Ну, так мы начинаем? Не-не-не-не-не. Моя плата. Все помнит. Сколько там? 40 слитков. А, и еще получается лунный камень. А, ну да. Лунный камень и зачем-то, не знаю, светоцвет. Возьмите. Угу, хорошо. И что сейчас будет-то? Что сейчас будет? Господи, что это за ритуал? Самое главное, никто ничего не объяснил. Просто ритуал, который позволит узнать лучше про Дидинахвамдис. Какие-то ритуальные штуки такие страшные. С лицами прям. Так. Допустим. Ну, дальше-то что? Ну, Дана, да не торопи меня. Что-то тут не так. Ты что, издеваешься надо мной, а? У нас нет времени на то, чтобы что-то пошло не так. Да, я понимаю, но это запрещенный ритуал, который я никогда не провожу. Сейчас. Сейчас, подожди. Господи. Я клянусь тебе, я все сделал правильно, тут так написано.
Видимо, расстановке нужно время, чтобы напитаться энергией. Господи! Ну и сколько нужно времени? Я могу добавить парочку кристаллов. Это усилит астральное поле. Но вообще, думаю, не меньше 6 часов. Больше тоже вряд ли, поэтому... Да ничего, я не могу с этим сделать, Дана, ничего! Да я даже готов использовать свои кристаллы. А ты сама знаешь, настоящих кристаллов почти не осталось в Мисре. Ну знаешь ли, один ретивый апт эту проблему уже решил. Ты, значит, да? Ну ладно, все. Придем через 6 часов, так и быть. Лолошка, за мной. Ладно. Что это, блин, за ритуал? Мне очень интересно узнать. Учитывая то, что ему нужна такая огромная энергия, понимаете? Так. Дана, Дана, подожди, типа мы просто должны прийти сюда через 6 часов? Типа там пока, чао, как обычно, нет? Что-то мне подсказывает, что должно произойти что-то невероятно масштабное. Потому что если это запрещенный ритуал, если там используется что-то подобное в виде огромного сгустка энергии, с Мисром и с этим городом... случится какая-то жопа. Ставлю на это. Но ставлю немного. То есть я уверен в этом примерно, ну, на 60%. А вот что за жопа может произойти, да и вообще что это за ритуал, мы узнаем уже в следующей серии. Ну я уверен, ждет что-то невероятное. Впервые за все сезоны мы добыли столько скинта из нашего измерения. Надеюсь, что вам нравится эта серия. Надеюсь, что вам нравится, как развивается сюжет. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и обязательно подписываться. Совсем недавно на нашем канале стукнуло 10 миллионов подписчиков. И, как вы понимаете, дальше больше. И это дальше больше мы, как создатели Ясен Пень, пытаемся продвигать. Но в то же время мы надеемся и на вас. На ваши маленькие нажатия в виде лайков и подписок. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте эту фразу. Умоляю вас. Ну а если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, какой-то ритуал и даже книга Алкогести. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.